Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 13 марта, среда. И для начала я хочу вам зачитать письмо или сообщение, которое поступило мне на канал в форме обратной связи. Ольга пишет: «Здравствуйте, Юрий. Очень переживаю за вас, что вы после 11 марта больше не выставляете ваши репортажи. Юрий, почему вы так долго не выходите в эфир? Не только моя семья, но и многие другие ждут от вас. Самые последние новости. Юрий, что с вами? Ответьте всем вашим подписчикам, что с вами? Очень ждем от вас новых вестей. Здоровья вам, уважаемый Юрий». Отвечаю всем подписчикам. Уважаемая Ольга, уважаемые подписчики, со мной все отлично. Ну, я имею в виду, принимая во внимание все обстоятельства, вот эта война в Украине мне, конечно, не дает покоя. Сердце разрывается, спокойствия нет. Но это единственное, значит, что со мной происходит. Со здоровьем все блестяще. Каждый день не менее часа в спортзале, иначе нельзя. То есть спорт – это жизнь, это нормальная работа мозга, которая требует прилива кислорода. Почему позволил себе наглость не выйти один день, то есть вчера, 12 числа, в эфир? Ну, поймите меня, дорогие друзья, кто хочет видеть меня каждый буквально день. Каждый день мне приходится читать десятки, реально десятки различных источников. На их поиски, то есть поиски информации в этих источниках, а я являюсь подписчиком, ну, я не знаю, сколько, нескольких десятков больших и маленьких источников информации. Все это надо прочитать, все это освоить. Я ежедневно сейчас осваиваю столько информации, сколько я редко осваивал в своей предыдущей жизни. В университете там в основном, знаете, в основном занимаешься во время сессии. Ну и к семинарам там готовишься. Все-таки есть какие-то перерывы. На работе, да, приходилось много писать, много читать, но как-то так расслабленность чувствовалась, особенно когда дома в Москве, там в центре сидишь. Сейчас этого нет. То есть масса информации и не просто статьи, которые я вам не просто статьи пересказываю, я пытаюсь их суммировать, определить направление развития ситуации, проанализировать. Для этого нужно время, нужно думать. И мозг должен, ну как мышцы, знаете, после тренировки нужно немножко дать ему отдохнуть хотя бы денек, а лучше, 2 было бы замечательно. Но 2 дня у меня никак не получается. Поэтому извините, пытаюсь, если серьезная острая информация, пытаюсь выйти каждый день. Но если не выхожу один день, извините, надо мышцам мозга надо отдохнуть. Вот, спасибо за пожелание здоровья. Слежу, тренируюсь. Здоровье – это жизнь. Ну и мы должны все в добром здоровье и в добром здравии по возможности дожить до нашей победы. Она обязательно должна к нам прийти. За что я и борюсь, прилагаю посильные, значит, свои усилия. Извините за тавтологию. Ну и сейчас напомню еще раз по поводу целесообразности подписи на нашу петицию. У нас еще есть примерно 2 недели, поэтому чем больше, тем лучше. Мы сейчас работаем над тем, чтобы подать ее как можно в более товарном, если можно так сказать, виде адресату, чтобы ее там заметили и в идеальном варианте приняли во внимание и, может быть, заимствовали оттуда какие-то идеи голоса народа. То есть это очень важный этап в подаче петиции, правильно ее подать. Над этим работаем. Думаю, мне говорят, что недели 2 есть, но хорошо бы ускорить процесс этой подписки. 300 тысяч, ну это, конечно, не миллион, но хотя бы. А тем временем, вот видите, Чехия, она как-то подписывается быстрее, хотя это не ее война, пока, во всяком случае. Она сначала обнаружила 800 тысяч снарядов для Украины, теперь их уже еще нашла 200 тысяч. Завтра начнутся конкретные переговоры по поводу
финансирование этого проекта, кто на этот раз будет платить и сколько, логистика и так далее. Но процесс идет, как вы видите. То есть, за вернее, в условиях, когда в Вашингтоне происходят известные задержки, тягомотина, Европа Европа не сдается. Она находит альтернативные варианты, и они еще есть в мире, скажу я вам так. То есть, инновация западных союзников Украины состоит в том, чтобы они вышли за пределы своих рынков, вышли на мировые рынки. Ну и одновременно они ставят под свой контроль, что чрезвычайно важно, мировые рынки поставки комплектующих, без которых не сделаешь никакого оружия, никакого боеприпаса. И это нужно и для того, чтобы делать оружие и боеприпасы Украине, и для того, чтобы они не достались врагу, агрессору. Тем временем, как вы знаете, Соединенные Штаты объявили очередной пакет помощи. Что там будет, вы уже знаете, наверное, слышали. Но мне очень редко, я уж несколько раз об этом говорил, откуда взялись эти деньги. Там 6 сначала миллиардов, потом и 4,2 миллиарда. И, как я понимаю, мои зрители уже, наверное, им вопросы на эту тему так же надоели, как и мне. Но, видимо, новые зрители приходят, я их приветствую, поэтому надо ответить. То есть, как вы знаете, МАГА, ее пропагандисты, включая самый главный Такер Карлсон, они распространяют тезисы кремлевской пропаганды. Один из этих идиотских, да, их все больше и больше идиотских среди них, потому что им приходится врать, все больше. И вот одна из последних, значит, заготовок о том, что Байден зажал сначала 6 миллиардов, потом он зажал 4,2 миллиарда. Объясняю, значит, последнее, 4,2 миллиарда. Я это объяснял, когда только возник этот вопрос. И об этом говорили официальные представители Пентагона. А до этого по поводу 6 миллиардов. Ну, скажу сначала так, по-простому. Вы что ж думаете, что в Соединенных Штатах Америки можно вот так вот, Байден может спрятать 6 плюс 4,2 миллиарда или дать кому-то указание их припрятать и не давать Украине, когда они выделены Конгрессом, когда счетная палата считает? Знаете, это не Мордор. И это даже не воровские, эти самые, воровская бюрократия в Украине, которая может воровать миллиардами. И то же самое в Мордоре. Здесь невозможно припрятать. Все очень просто. 4,2. С самого начала объясняли. Эти 4,2 проходят по статье Presidential Drawdown Authority. Его право запускать руку в арсенал Пентагона и брать оттуда на выделенную оставшуюся сумму, которую выделил Конгресс. Но железное правило состоит в том, что ты взял оттуда на 4 миллиарда, и ты туда должен поставить оружие на такую же сумму, восполнить, чтобы чаша была полна. В том числе для того, ну, во-первых, НЗ, во-вторых, у них есть свои нормативы, сколько должно чего быть на случай, самый страшный случай войны или другой кризисной ситуации. И это железное правило. И с самого начала говорили представители Пентагона, что у нас еще есть 4,2 миллиарда, но мы не можем их потратить, потому что у нас сначала у них оставался 1 миллион, а это идет по другой статье, восполнение. Это идет по статье «Помощь Украине». Это размещение заказов среди подрядчиков Пентагона. Так вот, у нас есть 4 миллиарда на то, чтобы вытащить из Пентагона, но у нас сначала был 1 миллиард, потом его израсходовали, стал 0. У нас нету чем это заполнить. И то, что они сейчас делают, ну, надо сказать спасибо. Люди, которые принимают на себя это решение, они рискуют, потому что всегда могут враги, а сейчас тут война идет между двумя партиями. В этих условиях попасть элементарно можно. То есть один шаг неверный, и все, и ты или импичмент, или еще чего хуже. Вот, поэтому решились, деваться некуда, сокращают запасы эти, НЗ, потом кому-то придется отчитываться и так далее. То есть пошли в нарушение железного правила. Вот откуда взялось все это. Откуда взяли 6 миллиардов? Тоже я вам объяснял.
Значит, там и ситуация такая. Изъяли вы на 1 миллиард вооружения, и вы должны туда, ну, допустим, там купили 10, закупили оттуда или вытащили оттуда на 10 гаубиц. И вы должны сделать такие же, а то и лучше гаубицы и вернуть их туда. Но изымали те гаубицы, которые были сделаны, ну, грубо говоря, в середине 70-х. Сейчас та же гаубица, такая же или более новая, она стоит гораздо дороже. Поэтому, значит, вытаскиваешь оттуда гаубицу за, грубо говоря, $1000, а для того, чтобы туда современную поставить, или такую же, но она уже дороже стоит, даже если она такая же в комплектации, то она будет уже стоить 2000. И вот так и считали. Это нормально. Контроль все проходило, счетная палата наблюдала. Но потом, когда не стало денег, ну что ж делать? Давайте тогда делать так. Вытаскиваем оттуда гаубицу за 1000 и записываем, что на нее надо теперь тоже 1000, хотя это будет уже полгаубицы. И таким образом вот по сусекам наскребли, как дед и бабка, которые колыбок, в конце концов, сделали все этого. Там поскребли, тут поскребли. Но еще немаловажный вариант. Чем быстрее ты закричишь и чем громче «караул», денег нет, все, тем сильнее давление на Конгресс. А если сидеть, все, окей, ребята, ну, сейчас вот 4 миллиарда там поскребем по сусекам, сейчас по тем сусекам поскребем. Зеленский сказал Джонсону, что у нас денег, не денег, а оружия, боеприпасов есть до конца февраля. И Джонсон тут валял дурака. Куда спешить? Куда мне спешить? Президент Украины сказал, что у них все нормально до конца февраля. Поэтому, ну что мы будем спешить? Вот так вот дурака валяется. Поэтому такая вот ситуация. Работаем дальше. Сейчас открылось для подписания 2 петиции о обхождении спикера. Вернее, обе они звучат не об обхождении спикера, а обхождение комитета по регламенту. Ну, в принципе, это то же самое. Идея состоит в том, я вам об этом рассказывал, чтобы без спикера, который категорически, вот он вводил всех за нос 4 месяца по указанию Трампа, намекал, подмигивал, что я за Украину, я не против, но вот так вот ищу варианты, его призывали каждый день. Последний раз его призвали вот совсем недавно, тоже вам расскажу, уже пример Польши, Туск это сделал. Но теперь оказалось, что все, то есть он припёр был, ему задали вчера утром конкретные вопросы под микрофон, на которые он ответил, что он не собирается выставлять на голосование и будет всемерно бороться изо всех сил против вот этих петиций об обхождении. И после этого их выставили. Их 2. Первую выставил конгрессмен МакГаверн, демократ. Это та же самая, он выставил петицию в поддержку законопроекта, который принят уже в Сенате. Это самый лучший вариант, потому что в Сенате за него проголосовали, 4 месяца его утрясали там, все вроде нормально, двупартийная основа. И вот за него со вчерашнего утра до настоящего времени собрали 167 подписей. Надо 218. Ну, это не значит, что на этом все остановилось. То есть это только начало. Пройдет несколько дней. Посмотрим, сколько наберет эта резолюция. Параллельно выставили другую. Это двупартийная резолюция, которую выставил республиканец Фицпатрик. Он собрал компанию из республиканцев и демократов. Они начали изобретать велосипед заново. То есть как? Они взяли за основу законопроект Сената, убрали оттуда гуманитарную и всю другую помощь, финансовую в том числе, пусть типа другие, ну, наверное, европейцы, кто-то еще дает, потому что получив одну помощь, но не получив деньги на закрытие дыр в бюджете Украины, экономика там рухнет через несколько месяцев. Вот и все. То есть зарплат не будет у государственных служащих, включая врачей и пенсионеров, через 3 месяца, вот после того, как это все закончится. Ну, хорошо, значит, сказали, будем давать только военную помощь. Тоже надо собрать ему 218. На сегодняшнее утро там стоит, по-моему, 4 или 6 подписей. То есть значительно опережают. И хорошо, конечно, чтобы выиграла вот эта первая МакГаверна резолюция, потому что, ну, это быстрее. Это реально. А так, если поддержат вторую,
Фицпатрика, то это опять бодяга, опять начнем согласование между вариантом Палаты представителей, вариантом Сената, а там уже МакКоннелл, лидер республиканцев в Сенате, он аж синий кричит каждый день, обращаясь к спикеру. Скоро, наверное, перейдет на ненормативную лексику. Кричит: «Поставь на голосование». Говорят, он никогда так не делал. Всегда вот в американской этике, политической, в Конгрессе в частности, руководитель фракции в одной палате, в Сенате, никогда не давит на спикера. У каждого своя автономия. МакКоннелл, сдержанный ас, акула политической жизни Конгресса, уже каждый день на него давит. Прими, поставь на голосование вариант Сената, самый быстрый вариант, отработанный, другого выхода нет, говорит МакКоннелл. Пример Польши Туск, цитирую, обращается к Джонсону, тоже беспрецедентный случай. Я надеюсь, что голос из Польши повлияет, изменит отношение спикера Палаты представителей. Мистер Джонсон, он должен осознавать, и я надеюсь, что он уже осознает, что от его индивидуального решения зависит судьба миллионов людей. Фактически от его решения зависят тысячи жизней в Украине. Это не какая-то политическая перепалка, которая имеет значение только здесь, в Америке. Отсутствие этого положительного решения господина Джонсона действительно будет стоить тысячи жизней там, имеется в виду в Украине. Детей, женщин. Он должен осознать свою личную ответственность. Это заявление прозвучало буквально за несколько часов после того, как с микрофоном вчера утром подошли к спикеру и спросили о его намерениях. Намерения были такие. Опять, у нас граница есть, самое главное, вот у нас мы должны об этом беспокоиться. Вообще я не против, он 4 месяца уже не против. Но палец о палец не ударяет. Так что наблюдаем за продвижением этих петиций, и есть позитивные какие-то у нас сдвиги в этом плане. Вообще, перспективы вот этого пакета помощи Украине, а также последующих, зависят в значительной степени от Трампа, как вы знаете. Но еще в большей степени это зависит от взаимоотношения Трампа и законодателей в Сенате, а еще больше в Палате представителей, где республиканцы, вернее, маговцы, имеют теперь большинство. Вы помните, Трамп-младший сказал, старой республиканской партии больше нет, есть только МАГА. Ну, так и будем говорить. МАГА. И вот до обращения Байдена к нации, которое несколько дней назад состоялось, хватка, как это называется здесь, Трампа, его контроль над республиканской фракцией в Палате представителей была стопроцентной. Он полностью ее контролировал. Поэтому от него зависело на все на 100%. И от этого это объясняет, что происходило с законопроектом о помощи Украине в Палате представителей. Но заметно происходит после выступления Байдена в Конгрессе, стали происходить заметные изменения. И вот сегодня эти изменения ярко, можно сказать, выплеснулись наружу. При голосовании законопроекта о мессенджере TikTok. Сегодня в Конгрессе решается его судьба. Собираются его фактически запретить. Ну, вы знаете, что такое TikTok. Там китайская компания владеет этим. ByteDance она называется. Ну и давно уже считается и спецслужбы, разведсообщество, да и вообще широкий спектр политики. Все считают, что это инструмент китайских спецслужб, китайской компартии, которые информацию снимают через эту платформу, ну и влияют, оказывают негативное влияние, то есть манипулируют людьми в разных странах мира. И до позавчерашнего дня был консенсус между Трампом и республиканцами в Конгрессе. 100% надо банить этот ТикТок. Но 11 числа Трамп вдруг заявляет, что я против, нельзя его банить. Потому что, он начал там рассказывать, что если мы его забаним, то такие вот платформы, как Facebook, как он назвал его не Цукербергом, а Шмакенбергом, вот так вот
ну и прочее, то есть они станут более влиятельными. Но ларчик на самом деле проще открывался. Дело в том, что у него есть знакомый по имени Джефф Ясин, который является одним из основных инвесторов TikTok. Он инвестирует в материнскую компанию, в этот ByteDance, около 30 миллиардов долларов. И Трамп очень хочет поиметь его в качестве донора. И для предвыборной кампании, ну и вылезти из той долговой ямы, в которую он попал. Была встреча между ними, и после этого Трамп 11 числа вдруг резко разворачивается на 180 и говорит: не, мы не будем банить ТикТок. ТикТок, он нам нужен, потому что он ослабляет влияние наших врагов, Фейсбука там и всех таких прочих. Ну и республиканцы опешили. Ну нельзя ж так, как со щенками с ними обращаться. То есть вчера одно, сегодня другое, и все вот так вот партии, как стадо баранов, резко должны развернуться за этим взбалмошным лидером. Тем более, что все же понимают, что те деньги, которые он вышибает, это для него деньги, в том числе для оплаты, ему надо еще полмиллиарда заплатить по решению Нью-Йоркского суда. Ну и вообще хорошо бы поправить свое материальное благосостояние. И вот, значит, из этих соображений чисто меркантильных он вот разворачивает эту партию как, ну, как стадо баранов. И они, видимо, возмутились. И сегодня происходит невероятное. Сначала Палата представителей, это там, где у него стопроцентный контроль считалось. 352 голосами против 66, неоспоримое преимущество, голосуют за то, чтобы забанить ТикТок. Этот законопроект срочно идет в Сенат, и там уже Рубио, и потом еще какой-то известный сенатор, сторонник стопроцентный, да, это Марк Уорнер еще, Марк Уорнер, это демократ, да, демократ, это председатель Постоянного комитета по разведке, но самое главное, Марк Рубио и целый ряд других видных республиканцев поддержали, выступили в поддержку, значит, этого запрета ТикТока и собирают это сделать чуть ли не сегодня. То есть это так можно воспринять, как, знаете, восстание декабристов, по большому счету, чуть ли не как революцию против Трампа. Люди вполне можно расценивать, как наконец-то решили остановить взорвавшегося идиота. Насколько это получится, не знаю, но вот сегодня его реально нагнули. Те люди, которые он считал, что они стопроцентно под его контролем. Я бы осторожно к этому отнесся. Надо пойти посмотреть, что будет дальше их взаимоотношения. Но Трамп с его темпераментом как-то должен отреагировать, и в ответ республиканцы в Палате и в Сенате тоже должны отреагировать. И с моей точки зрения, вот этот конфликт, который сейчас выплеснулся наружу, то есть если так дальше пойдет, так может быть и законопроектом о помощи Украине также произойдет. Хотелось бы в это верить. Поэтому я очень, затаив дыхание, слежу за увеличением подписей под обеими петициями. Но, значит, это объясняется чем? Вот это изменение. Это объясняется, с моей точки зрения, перепитием предвыборной кампании. И там произошли изменения после памятного выступления Байдена. То есть до этого со стороны Байдена, Белого дома, Байден фактически в кампании не участвовал. Он начал участвовать в предвыборной кампании конкретно против Трампа, когда Трамп остался один уже, представитель республиканской партии фактически. И вот все это началось буквально несколько дней назад. Жестко, бескомпромиссно. Но надо сказать, смотрите, Байден в течение 3 часов или 4 после окончания своего выступления в Конгрессе, он 3 раза собрал по 10 миллионов в свою предвыборную кампанию. То есть это чуть ли не мега-рекорд.
такого еще, говорят, не бывало. Или если бывало, то людям трудно это вспомнить. 3 раза по 3, по 10, то есть 30 миллионов за считанные часы. Что это за цифра 30 миллионов? У Трампа еще 10 дней где-то назад у него вообще вся сумма его, значит, бюджета на предвыборную кампанию составляла 36 миллионов. Это то, что он собрал за все время. А тут 3 часа, 30 миллионов. То есть вот так вот дела движутся. С другой стороны, я вам рассказывал, что буквально несколько дней назад Трамп добился назначения своей невестки председателем республиканского комитета, Национального комитета республиканской партии, Лара Трамп, которая обещала там страшные перемены к лучшему, но, как это видно сейчас, комитет находится в страшно стесненных финансовой ситуации. Крупный бизнес денег не дает, и вот те его сторонники, которые говорят, что придет Трамп, все зацветет, бизнес, как он может зацвести, когда представители бизнеса в Трампа не верят и не дают ему денег. Он для них чужой человек, потому что они не верят, что то, что он сделает, все хорошо для бизнеса. Она, эта Лара, обращается к народу: приходите к нам добровольцами работать, добровольцами, адвокаты, ну и вообще активисты. То есть платить вам денег не будем, но вы будете собирать деньги нам в комитет, ну и часть этих денег мы будем тратить для того, чтобы оплачивать судебные иски кандидата Дональда Трампа. То есть идиотизм. Все смеются, все смеются. Как бы анализируя сложившуюся ситуацию во взаимоотношениях между Трампом и его подчиненными из республиканской партии или мага-партии, Yahoo News пишет, что Трамп контролирует партию. Но голосование по ТикТок показывает, что республиканцы не всегда будут следовать за ним в ногу. Они обеспокоены угрозой национальным интересам со стороны ТикТок. То есть республиканцы, они видят, что это угроза национальных интересов, или их лидер не видит. Их лидер видит, что там есть возможность откусить немножко денег или много денег от крупного донора. А Трампу нужны деньги. Вот вам и причина раскола. Поэтому, с моей точки зрения, мы можем следить за тем, как развивается отношение к помощи Украине. Оно колебалось последние 4 месяца в негативную для Украины сторону. Но сейчас складывается такая ситуация, то есть это изменчивая ситуация, когда движение может пойти обратно. Поэтому следим за предвыборной кампанией. Я вам не зря о ней рассказываю, потому что от того, как она идет, в значительной степени зависит и отношение вот этих сидящих. Они же все жучки, вот эти все законодатели. То есть там есть некоторые люди, которые действительно думают о национальных интересах, о чем-то там глобальном. Остальным главное усидеть, главное переизбраться, переждать. Если надо кого-то кинуть, кинут. Вот самым ярчайшим примером является Линдси Грэм, который приезжал в Украину, который выдавал себя за, самый отчаянный сторонник, борец за интересы Украины. И где он сейчас? Он сидит под плинтусом, он боится рот раскрыть. Вот наблюдаем за такими людьми. Тем временем в избирательной кампании, помимо того, что Байден набрал вот этих денег, что уже существенно, потому что характеризует оценку Байдена как кандидата в следующие президенты с точки зрения крупного бизнеса и крупных доноров других, республиканской партии. Еще одно очень важное событие. Был образован суперпак. Это комитет политических действий. То есть тут каждый кандидат имеет такой комитет при нем. Республиканская демократическая партия сами имеют такой суперпак. Но еще их такие комитеты образуют ад-хок для конкретного политического проекта. Так вот, республиканская партия, но она не та, которая за Трампа, а которая против Трампа. То есть это бывшие его сторонники, которые очень горько в нем разочаровались. Они создают кампанию
с бюджетом в 50 миллионов долларов, повторяю. У Трампа 10 дней назад было 36. А сейчас, наверное, уже меньше. То есть у этого одного комитета его врагов из числа республиканской партии больше, чем у его предвыборной кампании. И цель их не допустить переизбрания Трампа. Что они собираются делать? Они собираются взять интервью, показания тех, кто был его сторонник, кто в нем разочаровался, заснять это все, и потом вот в этих колеблющихся штатах, от которых зависит, там их где-то 5, 6, 7 этих штатов, которые могут качнуться в любую сторону, и от того, в какую, и будет зависеть, кто будет следующим президентом. То есть они избрали людей, категорию тех, которые либералы, среди еще оставшихся республиканцев, которые не твердые маговцы, скажем так, независимые. И вот они будут их бомбардировать соответствующими рекламными, значит, роликами, оставшиеся до выборов времени, для того, чтобы склонить их на свою сторону. То же самое они делали 4 года назад, в 2020 году, и им это удалось. Они, как считается, в значительной степени поспособствовали тому, что Трамп проиграл, а Байден выиграл. Вот теперь они тоже заработали. Еще одно проявление тех позитивных для Байдена изменений, которые сейчас происходят в предвыборной кампании. Тут на днях состоялся республиканский праймериз в штате Джорджия. Кстати, один из вот этих свинговых штатов, где судьба может качнуться то ли туда, то ли сюда. Так вот, вы знаете, что Ники Хейли, она объявила о приостановке, что важно, не о полном прекращении, а приостановке своего участия в выборах. Она не собиралась и не вела там никакой предвыборной кампании в штате Джорджия. Но когда люди пришли голосовать, среди них оказалось 25 тысяч тех, которые проголосовали за Ники Хейли, которая там не проводила никакую предвыборную кампанию. Что такое 25 тысяч, чтобы вы понимали? В 2020 году этот свинговый штат, который, в конце концов, значит, проголосовал за Байдена, тогда вот все решилось 12 тысячами человек. Их оказалось больше у Байдена. То есть она, одна Хейли, имеет в 2 раза больше число своих сторонников, чем это необходимо для того, чтобы этот штат склонить то ли в другую, то ли в одну, то ли в другую сторону. Кстати, вот этот комитет, о котором я вам сказал, он, который имеет бюджет в 50 миллиардов, он в том числе собирается склонить, увести от Трампа и привлечь в сторону, значит, Байдена также ее сторонников. Проводятся выборы последние, вернее, не выборы, а опрос общественного мнения. И вот журнал, еженедельник Newsweek опубликовал некоторые из результатов. Ну, я скажу вот 4 результата. Опрос, проведенный фондом семьи Кайзер, показал, что Байден опережает Трампа на 3%. У Байдена 47, Трампа 44. Этот опрос был проведен еще до выступления Байдена перед Конгрессом. То есть сейчас, по идее, его ситуация должна быть еще лучше. Колледж Эмерсон провел опрос среди 1350 зарегистрированных избирателей. Согласно опросу, Байден опережает Трампа на 2%, 51 против 49. Еще один опрос, проведенный компанией Morning Consult, уже в марте месяце, с 1 по 5 марта. Опрос примерно 6,5 тысяч зарегистрированных избирателей. 44 проголосовали бы за Байдена, 43 за Трампа. Ну, еще один компании ТИП. Байден обошел бы Трампа на 1%, за него 43, против 42. Мало, то есть вы видите, разрыв маленький, если можно вообще говорить о разрыве. Все может измениться еще, сколько у нас, 8 месяцев до выборов. Но тем не менее, то есть недавно нам показывали гигантские якобы отрывы Трампа по популярности, по опросам общественного мнения. Все смешалось в доме Облонских, все уже иначе.
Но еще надо иметь в виду, что, по мнению большинства аналитиков, главным вопросом в конце-то концов будет экономика. А экономика, как ни крути, она работает сейчас на Байдена. И федералы собираются понизить ставку процентов, учетную ставку. Хотели понизить уже сейчас. Но сейчас почему-то приняли решение этого не делать, но сделают это максимум где-то в июне, в июле, и, как ожидается, будет бум. Тут еще в чем они, почему они сейчас не, не повысили, потому что боятся перегреть экономику, что бум он такой будет, бум, что после него может быть, наоборот, спад, рецессия, вот чтобы этого избежать. Но, тем не менее, к ноябрю ситуация экономически еще улучшится. Так что следим за ситуацией, потому что от нее зависит и вопрос об Украине. Помощи сейчас и помощи, самое главное, после ноября этого года. От того, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. Буду держать вас в курсе дела. Ну, тем временем, нашумевшие вопросы мне прислали из Латвии. Ссылки на комментарии независимых средств массовой информации страны по поводу недавнего высказывания Папы Римского о том, что, может быть, Украине стоит выбросить белый флаг, пойти на переговоры, и что вот сильный тот, кто идет на переговоры, даже если это придется сдать какие-то территории. Ну, что я могу сказать, господа, по этому поводу? Папа, конечно, сглупил. И вообще, можно было бы его проигнорировать. Вот здесь, в Вашингтоне, его вообще проигнорировали. Потому что, я вам скажу так, реноме папы, то есть Ватикан, он как сам по себе, он вообще никакого так серьезного значения в политике международной не имеет. Папа, его личная репутация и влияние, оно зависит от личности папы, ну и от той страны, и от конкретных стран. Вот в Латинской Америке католики практически всех, да, там большое влияние папы. В Европе, в Польше, безусловно. Разговоры о том, что Ватикан является какой-то страшной влиятельной силой, это все фантазии. Я знаю это как факт. Ну, во-первых, я знаю людей, которые работали в римской резидентуре внешней разведки. Ну, вот там такого направления, как работа по Ватикану, вообще не было. Там главным образом работа была, поскольку в Неаполе крупнейшая база военно-морского флота США, там работали главным образом по этой базе, пытаясь вербовать там матросов, офицеров и так далее. То есть впервые во внешней политике, в разведке Москвы обратили внимание на Ватикан тогда, когда папой стал представитель Польши Войтыла, кардинал Войтыла, который стал Иоанном Павлом II. И его влияние и популярность была обусловлена не потому, что он был римским папой, а потому что, во-первых, он был поляком, во-вторых, его избрали папой в определенный момент, когда Варшавский договор затрещал, и Польша стала одним из центров вот этого раскола, треска и начала обвала социализма Варшавского договора. Власти пытались сопротивляться, там даже ксенза одного убили, Капелюшка, если мне память не изменяет, спецслужбы. Короче говоря, там как общенациональный Майдан был. И папа, его голос. А папа прошел войну, Вторую мировую войну, он все это видел. И он знал цену, он понимал все зло коммунизма и Москвы. Поэтому, конечно, в Польше его слово это было, ловили каждое его слово, и он имел огромное влияние во всем западном мире. Резидентура, повторяю, внешней разведки тогда по Ватикану практически не работала. Разговоры о том, что там у Ватикана есть какие-то там страшные спецслужбы, которые влияют в других странах мира, это все фантастика. Я это знаю де-факто, потому что меня интересовал этот вопрос, когда я здесь работал в резидентуре в Вашингтоне. И был у меня контакт
одним из, ну, он владел здесь газетой, католической газетой. И он меня через него я выходил на ксензов, на священников католической церкви, которые работали с Пентагоном, с различными подразделениями. Вот, то есть пытался я замутить это дело вот через католическую церковь, проникнуть там или в Пентагон, или в правительство. Мне сказали: брось, плюнь, это напрасно, это никому не надо, это никому совершенно не надо. Это тогда еще, когда был Иоанн Павел II. Ну, что касается нынешнего папы, он вышел из Латинской Америки, он вышел из трущоб. Ну, я фигурально, конечно, выражаюсь. Вот такие понятия, как справедливость, несправедливость, бедность, богатство, это его конек. Что касается внешней политики большой, это не для него. Вот для Иоанна Павла II это да, он был на коне здесь, но не нынешний Франциск. Поэтому вот как здесь, в Вашингтоне, слово его просвистело, и можно было бы даже не обратить на него внимания. Тем более то, что он сказал, оно как-то меня резануло. Почему? Да потому что оно Библии противоречит. Ну, папа-то Библию должен знать. Господь-то Бог призвал народ-то иудейский, израильский уничтожить, истребить тех самых чужаков, которые вторглись в землю обетованную и захватили ее. Поэтому, когда, значит, вывел Моисей их из египетского плена, Господь Бог сказал: идите и отбейте. И вот эта вся Иерихоновая труба и так далее, и затем Иисус Навин. Это же Господь Бог благословил свой народ на то, чтобы она вышвырнула захватчиков, назовем их орками, тогдашними орками. То есть папа был на стороне народа, который должен был вышвырнуть орков из своей земли обетованной. И царя Давида, кстати, он человек далеко не святой, мягко говоря. Жену утащил у своего друга, этого друга потом послал на фронт в горячую точку, говоря современным языком, для того, чтобы его там убили и убили. Короче говоря, ну, некрасиво человек поступал. Тем не менее, почему? Хорошим воякой был, правильно сражался. Поэтому даже с точки зрения Библии, то, что если бы папа руководствовал именно Святым Писанием, он должен полностью стоять на стороне Украины сейчас, но никоим образом не орков. А вот в СМИ Латвии, значит, я нашел в одном из сообщений на эту тему, подчеркивается, что папа на протяжении всей войны в Украине Франциск стремился сохранить традиционный дипломатический нейтралитет Ватикана, но это часто сопровождалось очевидным сочувствием к мотивам России вторжения в Украину. Например, когда папа отметил, что НАТО, цитата, «лает в дверь России», цитата заканчивается, «своим расширением на восток». Я могу это объяснить одним только. Фактор Банка Ватикана. Ведь по подсчетам некоторых российских же аналитиков, умных людей, которые глубоко занимались изучением, то есть имели доступ к соответствующим документам и изучали, какие суммы за все время правления Путина были нелегально вывезены из России. То есть это было величайшее в истории человечества ограбление своей собственной страны. Они были вывезены, складированы там в разных банках, но цифра настолько чудовищна, там речь шла о триллионах, что не везде их, не каждый офшор, даже все вместе, трудно их спрятать. Поэтому, как предполагается, Банк Ватикана, который отличается особой скрытностью и тайной вкладов, даже швейцарские банки с этим не поспорят. Так вот считается, что там лежат в значительной степени вот эти деньги Путина и режима этого орковского. Но, видимо, этим и объясняются такие высказывания папы, что совсем некрасиво. Оно в любом случае некрасиво, потому что, даже во время Второй мировой войны папа сидел и молчал, но не мог ничего сделать против Гитлера, понятно. Кто был Гитлер, но ничего не мог сделать, поэтому папа скромно молчал.
А немцы у себя сделали свою католическую церковь. И их кардинал, представитель католической церкви, стал нацистом, там, по сути дела. Вот. Но тот хоть молчал, а этот поддерживает гитлереныша. Ну, пал человек, грех совершил. Господь его наказывает. Но бить в трубы и так заниматься этим вопросом, то есть я считаю, что это не событие. Просвистело — это не святое слово, это суета-судет, то, что произнес папа. Просвистело, забыл, пошел, начал, то есть продолжаем заниматься своим делом. Я вам скажу так, что если оценивать вред во внешней политике и вообще во всем мире, то РПЦ, Российская Православная Церковь, Московского Патриархата, она гораздо вреднее, чем Папа Римский и Ватикан. Я наблюдаю это в Вашингтоне со стороны. Тут вот здесь у них поп, который как хамелеон, он менялся, менял свой окрас. Во время Холодной войны он был против Москвы, потом Москва, бизнес попер туда-сюда, начал отношения меняться. Ну а когда Московский патриархат оттяпал за деньги, это был чисто бизнес, транзакция, значительную часть приходов православной церкви России за рубежом, в частности Соединенных Штатов Америки, все. То есть вот этот поп организовал здесь своего рода резидентуру, агентскую сеть вот этой Московского патриархата. Московский патриархат, я знаю как факт, это филиал внешней разведки России. Абсолютно как факт. И вот по достоверным данным, время от времени этот священник выезжает в Москву, возвращается обратно, потом собирает других священников в Вашингтоне, вот православной церкви, которая вошла в патриархат, и дает им указания, как нужно, какие тезисы, которые он получил в Москве, нужно доводить до своей паствы. То есть он промывает мозги, впаривает священникам, в каком плане они должны обрабатывать своих прихожан, нарушая тем самым закон о том, что церковь отделена от государства в Соединенных Штатах Америки. То есть он превращает фактически свой приход и пытается другие приходы превратить в орудие информационно-психологических операций Кремля. Ну и с другой стороны, я уверен, они работают еще в плане как наводчики. Смотрят, кто приходит, оценивают людей. Они, надо сказать, вот священники РПЦ, они тонкие, вернее, как их называли у нас, инженеры человеческих душ. Ну и потом стучат в резидентуру. Вот этот, интересная работа у него, там имеет доступ, судя по всему, к секретной информации. Какие-то у него сильные стороны, слабые. То есть, как наводчик, они просто неоценимы. Поэтому забудем о папе. Обратим лучше внимание на Русскую Православную Церковь Московского Патриархата. Ну и, конечно, нельзя пройти Путин. Путин очередной раз погрозил. Погрозил готовностью к ядерной войне. Как это воспринимать? Тут даже несколько изданий, ну, правда, на этот раз без надрыва. Reuters отличился статьей. Да все понятно, все понятно. Идет предвыборная кампания, там же, ну, там, не настоящая, она фейковая, как все в России. Но тем не менее. А тут, казалось бы, и плохо с боеприпасами, с оружием в Украине, а тут вторая армия мира, на все готовая, даже к мировой ядерной войне. Ну, Авдеевку взяли, ну, еще какую-нибудь, еще какую-то там деревушку, вот, собственно говоря, и все. Короче говоря, да, и тут недавно еще НАТО расширилось, как мы с вами это все обсуждали. То есть теперь 2 минуты полета F-35 с ядерной боеголовкой до северной столицы, до Петербурга. Надо было что-то сказать. Ну вот очередной раз пригрозил своей кракозяброй. Это все чушь, потому что, ну, они там не идиоты. Я абсолютно уверен, потому что я видел, смех уже было, и все считали 80-е, 70-е годы, сидят там 80-летние старцы, выжившие из ума в Кремле, и черт знает, что им там в голову сбредет. Они же идейные все, коммунизм, весь мир насилием мы разрушим. Ничего подобного. Эти старцы, как только развернул ракеты, 10 минут подлетное время до Кремля, Рейган, так эти старцы тут же протрезвели, пришли в себя и все поняли. Поэтому и Путин все понимает. F-35
на шоссейной дороге Финляндии с боеголовкой Б-61-12, это гарантия, что он не начнет никакую ядерную войну. Его надо просто игнорировать так же, как римского папу. Ну и последнее, чтобы вы все понимали, потому что опять-таки идет здесь борьба. Тут две мысли, которые все отчетливее проходят в западных средствах массовой информации. Первое, значит, Трамп-младший сказал, что старой республиканской партии нет, есть МАГА. МАГА – это Трамп. И главный у них этот самый идеолог или пропагандист – это Такер Карлсон. У них те же самые методички, те же самые тезисы, что и в Кремле. Это очевидно уже. То есть то, что говорят здесь, в этих самых, в маговских СМИ, Такер Карлсон, то же самое, что говорится на российских каналах. И все это, в конце концов, сводится к тому, что вот двум Путин и Трамп. И вот сегодня вышла статья, или она вышла вчера, по-моему, Вашингтон-Пост, написал ее Макс Бут, большой друг Украины, причем человек, который, ну, не просто хорошо к ней относится, когда он говорит и пишет о Украине и выступает, ну, то видно, что человек просто, у него сердце болит за то, что сейчас происходит, в том числе здесь, в Вашингтоне, весь этот бардак и так далее, те трудности, которые в Украине. Он написал статью по поводу того, что Трамп, он не только ближайший друг Путина, это еще человек, который ненавидит Украину. То есть двойная проблема Украины. Всего несколько цитат. Трамп давно и с тревогой повторяет российскую пропаганду и распространяет безумные теории заговора об Украине. Примеры. Через несколько месяцев после незаконной агрессии Путиным Крыма в 2014 году Трамп похвалил этот шаг российского диктатора, заявив, что Путин такой умный в кавычках, и что он, в кавычки, проделал потрясающую работу, одев на себя мантию, кавычки закрываются. По словам Трампа, кавычки, люди в Украине маршировали в пользу присоединения к России, кавычки закрываются. 31 июля 2016 года Трамп, который к тому времени стал кандидатом в президенты от республиканской партии, заявил в программе ABC, что Путин, цитата, не собирается вторгаться в Украину, настаивая при этом, что, цитата, «жители Крыма, как я слышал, — сказал он, — предпочли бы быть с Россией, чем там, где они были». В 2018 году адвокат Трампа Джулиани и два его сомнительных соратника советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман убедили его, Трампа, что Украина готовит против него заговор. Президент охотно принял то, что по оценкам американской разведки, позже американская разведка показала, что это была дезинформация Кремля. Но он поверил, что это Украина виновата во вмешательстве в американские выборы 2016 года, когда 17 агентств, вы помните, разведсообщества США убеждали его, что это Россия, а он говорил, нет, это Украина. Как раз то, что раскручивала Москва. И суть этой безумной теории сводилась к якобы пропавшему серверу Национального комитета Демократической партии, который фирма CrowdStrike, занимавшаяся кибербезопасностью Национального комитета демократов, каким-то образом переправила в Украину. Но тут еще много. Дальше, если хотите, найдите. Тут масса цитат. Короче говоря, это человек, который не только патологически любит Путина, но и патологически ненавидит Украину. И вот в этой ситуации следим за предвыборной кампанией, потому что от нее зависит. Я очень надеюсь, что все-таки Европа, которая, несомненно, проснулась вместе с мировым рынком оружия, а также комплектующих, продержится до конца этого года, снабдив Украину достаточным количеством оружия и боеприпасов, но дальше в значительной степени все зависит от Украины. Я мало верю в эффективность действия нынешней администрации в Украине по созданию своего ВПК. Но вот честно, мало верю. Уже целый ряд европейских компаний сказали, что будут строить совместное предприятие. Я очень надеюсь, что если будут строить, то будут за пределами Украины. На Украине, на территории Украины строить ничего нельзя, потому что прилетят
точно, по точным координатам вражеские ракеты все это разнесут. Тем не менее, гораздо было бы лучше, если бы следующим президентом Соединенных Штатов стал кто угодно, но только не Трамп. Вот на этом, дорогие друзья, пока позвольте закончить сегодняшний выпуск. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!